Итак, друзья, всем привет, на связи Виктор, канал Хорошая Свалка. Пришло время к очередной порции сумок, чтобы их вскрыть, распотрошить и посмотреть, что там можно найти интересного в этих вот замечательных, крутых, брендовых сумках. Так, не знаю, сегодня хочу попробовать поснимать фурнитуру. Говорили, снимай фурнитуру, типа. Ну, а зачем ее снимать? Только если в чермет, типа, сдать. Сколько можно что здесь накопить? Тут алюминиевые цепочки, есть цинк там, да, латунь, но это редко все. Ну, попробуем. Подрываю что-нибудь, всякие вот. Смотрите, вот, в принципе, для ремней. Это кто занимается рукоделием, в принципе, весь ремень можно снимать. Да, смотрите, хороший, замечательный ремень для сумок. Кто делает сумки вот сам. Потому что, знаю я, делают сумки своими руками. Вот эту сумку вообще из кожи прямо, смотрите. Чистая кожа, правда, ну, потрепанная, естественно. А вот какие-то ремни, вот эти вот всякие висюли. Куда-то на поделке, короче. Ладно, хер с ним. Вскрываем, самое интересное смотрим, что внутри, ну и попутно фурнитурку какую-то, может, обрежу, срежу. Не знаю, подсказывайте в комментариях, что можно с этим еще делать. Потому что такого много, конечно, добра-то, а куда мне оно? Мне не нужно только сдать в чермет. Поехали, усаживаемся поудобнее, приятного просмотра. Начинаем потрошить и искать топовые находки в сумочках. Смотрим. Пришло время подарков. А в МД Регион как раз с 1 по 31 декабря стартует финальная распродажа года. Это значит, что скидки на продукцию от компании Minilab и Quest до 30%. Например, Minilab Vanquish 540, старая цена на него 35 999 рублей, а новая цена 31 999 рублей. Или, например, Quest Q35, старая цена на него 38 999 рублей, а новая цена 34 999 рублей. Если вы заинтересовались данной акцией, то переходите по ссылке в описании. У меня на этом все. Увидимся в сети магазинов МД Регион. Итак, друзья, первая сумка. Смотрим. Здесь вообще фурнитуры никакой нет. Здесь так, взял ножик, естественно. Так, смотрим в карманах. Это какая-то, типа, блин, вообще современная, как будто советская выглядит на вид. Что-то там есть, ребята. Пуговицы. Да, действительно, как будто СССР какой-то. Ой, какая жесткая, как ее. Смотри. Блин, это из пластика. Моделька машины из пластика только. Была бы. Так, фокус. Металл был бы поинтереснее. Так, ну это на выброс, естественно. Буду туда выбрасывать. Потом я там убираюсь, когда. Смотрите. Ножик советский. Правда, надо под восстановление накладки делать. А так советский, СССРовский ножик. Вот такая находка. Так, находки хорошие оставляем. Потом подводим итоги. Блин, освещение побольше. Что-то освещение. Там у меня подсветки нет, не горит подсветка. Так, включил подсветочку. С мамут плохо видно просто. Надо как-то менять место съемки. Это что такое было? А не знаю, где место съемки поменять-то. Я же снимаю прямо на работе здесь. Где еще? На улице тоже не будешь снимать. Там метель, снег, ветер. Да вроде нормально, ребят, да? Видно все. Так, внутри много всего интересного. Смотрите, монетка 10 рублей. Смотрите, вот прям ржавая такая, видишь? А то мне многие не верят, что я нахожу. Находится, бывает. К сожалению, только 10 рублей и всякие там ручки какие-то, спички, ценного золота, ничего нету. Вот оно, хабарная сумка, смотрите. Вот хочешь верь, хочешь не верь, нашел именно так эту сумку. Фотоаппараты. Короче, собрали здесь всю электронику старинную в эту сумку. И сумку использовали как мусорный мешок, похоже. Ну, я решил оставить, ничего не вынимать отсюда. Радио, смотрите, прикольное. Ух. Вот раньше модно все это было. Начало 2000-х, вот эти радио все. Сам лично такие покупал и кайфовал вот этими радио такими. Модно было. Все это, ну, смотри, вот, пожалуйста. Мобильник Nokia. Раз. Это, естественно, не забыли там, это, естественно, просто собрали и как бы выкинули вот это вот все дело. Lenovo телефончик. Старый, короче, аппаратура. Вот еще Lenovo. И вот хороший Nokia. Вот Nokia крутой. Express Music. Nokia вот можно восстановить, будет включить. Ну, такие вот ретро я люблю. Вот сразу, ребят, сколько находок. Ну, это просто, как я сказал, собрали. Не забыли, естественно, эти вещи здесь. Такие большие. А просто выкинули.
Как мусорный мешок эту сумку использовали и выкинули. Забывают только что-то мелкое. И более ценное обычно забывают. Даже не то, что забывают. О, ребята, ты смотри. Охренеть, а что такое? Колечки какие-то, ребята. А это чего такое? Смотрите, еще колечки. Тонкие, тут серебро, золото, короче, все вместе. Вот это я не знаю как. Сейчас будем подкладку резать, смотрите. Это что такое? У колечки вот именно на пальчик. Такие рифленые, красивые, смотрите. Женские, тоненькие. Раз, два. Тут и желтые, и белые. Вот он. Офигеть, вот так если вместе надеть, это смотрите, как смотрится. Вот это порадовало, ребят, смотрите, красота. Не знаю, сфокусировать на пальчике, на своем замечательном красивом пальчике. Смотрите, как смотрится. Ой-ой-ой, красота. Вот это вообще неожиданно. Вот этого я не видел. Вот эти большие находки я видел, вот эту мелочь я не видел. Приятно, когда находишь такое что-то. Интересно. Так, давайте подкладку скрывать. Ох, как сегодня круто-то у нас идет дело с самого начала. С первой сумочкой, можно сказать. Так, что, это было здесь, да? Или что это? Подожди. Ага, вот здесь я вынул. Давайте подкладку режем. Фурнитуры пока не было, пока нечего брать. Фурнитуру только большую, цепи, если резать. Да мне лень ее резать, ребят, просто. Нахер она мне нужна. Металл, вы скажете. Металл я и так найду. Не буду, наверное, заморачиваться, потому что это очень долго, все надо обрезать, срезать. Ну, не знаю, я, может, сейчас сначала скрою, а потом уже отдельно срежу. Так, чисто для интереса, для вас показать просто. Итак, следующая сумочка. Следующая сумочка. Резинка для волос. Так. Хочется, чтобы видно было, и обзор был хороший, и все на свете, а не получается. Не умещается мне все. Так, а что здесь вообще ничего похоже нету? Вообще ничего нету, ребят. Что, фурнитуру режем? Нет? Вот эту или не будем? Вот такая вот сумица. Пустая, к сожалению. Вот, ребят, решил забрать фурнитурку. Вот так, смотрите, прямо это вот куда-то можно использовать. Может, кому надо, кто меня смотрит, если. Прямо с болтиками я решил аккуратненько все отвернуть, ничего не поломать. Как бы не для чермета, а для дальнейшего использования. Вот они здесь были, вот так вот. Если кто сумки делает, может пригодится кому. Прямо с болтиками я вот вижу, аккуратненько так вот отворачиваю. И убираю. Бам! Следующая сумка. Сумка-рюкзак. Пусто. Пусто. Не пусто. Но тут у нас игрушки. Как мы видим, давайте мы их вынем и рассмотрим. Блин, еще одно кольцо. Смотрите, с камнем какое. Везет сегодня на колечки. Это игрушечные больше. Тут видишь, как бы кто-то играл, ребеночек. Колечко ребеночки. Так. Слушай, что-то там есть. Под подкладкой как будто. Ребята, вот смотрите. Вот здесь что-то вот есть. Но карман я найти не могу. Так, где ножик мой? Вот он, ножик. Ножик потерял. Вот здесь вот. Может, что-то подценить там будет, смотрите. Под подкладкой. Не уронить бы, не потерять. Опа. Видно там? Не видно ни хера. Смотрите. Рубль. А, это бегунок от этого. Ну, что поинтересней. Слушай, под подкладкой ведь завалилась. Именно под подкладкой вот здесь. Значит, этот карман был худой какой-то один. Пощупаем еще ее. Все. Ладно, хрен с ним. Так, фурнитуру здесь
Не знаю, вот это... Нет смысла, наверное, брать, хрен с ним. Шильдики вот эти все. Короче, пишите, надо, буду снимать все. Итак, фурнитуру там резанул я. Короче, вот такие вот игрушки еще. Кто это такой непонятный? Непонятные какие-то чувачки. Вот прикольная такая фигурка, посадить ее. Ну и Мишка. Мишка Тедди. Так, ладно, сегодня хабара до хрена. Вообще, ребят, это только начали. Далее, забористая сумка. Вот такая. С кучей фурнитуры крутой, блатной. Все это отворачивается, что ли, тоже. Фурнитура, да, вот кто занимается, говорю, конечно, тема крутая. Вот это, ну сколько, смотрите. Висюля крутая. Такая цыганская какая-то сумка напоминает. Цыганская напоминает. Такой цвет красный такая. Со стразами. Так, и здесь у нас электроника. Это херня. Херня. $2. Забористо, забористо. Так, ребят, что здесь у нас? Опа, еще 50 копеек. Ржавые, гнилые. Так, жвачки какие-то тут. Фу, ребята. Руки потом мыть как следует. Так. Вот, блин, как я люблю под подкладками что-то находить, но пока сегодня не везет. Потому что там самое неожиданное. Там, когда все забывают, кто-то что-то забывает, если. Вроде все, ребята. Ладно, сейчас я ее уже тут фурнитуру лутаю. Вот эту. Фурнитурка прикольная, конечно, тут. Вот если, в принципе, отвернуть, можно даже снять, ребят. Аккуратненько, потому что я пытаюсь снять аккуратно, чтобы дать вторую жизнь этой фурнитуре. Может, кто-то меня заинтересуется, пишите мне в личку. Заходите, если что, в Телеграм. Подписывайтесь там на Телеграм. И там пишите. Ну, договоримся. Хватит всем фурнитуры. Смотрите, ребят, как сделано. Вот это я открутил, да? Болтики на месте. Да, она здесь была. Вот эту штучку отворачиваем, снимаем вот эту пипочку и потом вынимаем. Слушай, прикольная фурнитура, на самом деле, хорошая, красивая. Кто занимается, может куда-то использует. Так, где у меня болтики? Вот здесь, да? Сейчас посмотрим блок питания, еще все впереди. Сегодня более подробно, ребят, снимаю. Пишите комментарии, может так вам лучше нравится. Максимум полезности выжать из этих сумок, чтобы. Пишите комментарии, вам так понравилось? Или ну его нафиг, только чисто самые ценные. Так, ребят, фурнитурку снял. Так, ну и здесь был блок питания вот такой вот. Смотрите, USB-шка даже есть. Такой универсал типа, да? Смотри, прикольный. Да, универсальный, видим, разъем. Ну, можно переделать куда хочешь. Как электроника, находка прикольная. Для электронщиков пригодится. Это забираем отдельно. Следующая сумочка. Вот такая малышка. Вообще, я бы сказал, что новая, скорее всего. Нет, какая-то фигня тут. Бумажки всякие. Так, на эту сумку можно оставить там под инструментик что-нибудь такое легенькое. Надо ее оставить даже. Ну, тут потрошить нет смысла. Не знаю, что это. Как бы для дела оставить здесь, для работы. Пошел на свалочку сюда убрать, там, допустим, мобильник, что-то такое, чтобы не потерять, да? Камеру, допустим, положить. Что-то для металлодетектора, может, какой-то блок управления, там, ну, что-то такое, знаешь, для хабарницы даже. Ну, такая, видишь, она, малышка прикольная. Так, ну и здесь что у нас? Всякие бумажки непонятные. Долларов нету, к сожалению, ребята. Ладно, продолжаем поиски. Смотрим. Бам! Следующая сумица, достаточно прикольная. Выглядит. Карабинчики можно снять, если вот я смотрю уже фурнитурку. Здесь мы что находим? О, блин, ребят, еще кольцо. Это уже точно серебряное. Потому что я вижу, это типа церковное было. Только затертое сильно. Спаси, сохрани. Это точно серебро. Сегодня вообще находки. Ну и сумка прикольная. Смотри, какая мягенькая, кожаная, классная. Ну, была в использовании, конечно, видим, естественно. Но хорошая сумка, даже в хорошем состоянии. До сих пор. Дельфинчик такой. Брелок. Так, вот как магнитики снимать, наверное, магнитики нет смысла. Их, наверное, не снимешь, да, просто так? Или они тоже там на болтике как-то, нет?
А, вот на таких прищепочках, смотри. А нет, на болтиках и прищепочках. Слушай, можно и магнитики даже снимать. Ну, как вот здесь вот для рукодельниц. Оп, смотри. Так, ладно, попробуем сейчас. Заняться, если будет, кому нужно, буду снимать. Мне-то не надо, ребят. Вот мне говорите, вот, потому что я вижу много комментариев, типа, блин, фурнитура пропадает. Беда, печаль. А куда мне она нужна-то, ребята? Нет, фурнитура-то не нужна. Надо вам, буду снимать, пожалуйста. Отправлю по почте. Я находки отправляю по почте. Если что. Я только рад дать вещам вторую жизнь. Чтобы не пропадало добро. Сниму аккуратненько все вот так вот. Вот, пожалуйста, магнитик, видишь. Снял магнитик. И дал ему вторую жизнь почти что. Только осталось, чтобы меня его кто-то собрал. И куда-то замастырил на новую сумку. Вот так вот раз. И вот два. Оп, все. Куда-то можно замастырить такую клепочку. Забираем. Так, ладно, дальше переходим. Это я так для пробы пока что. Эксперимент. Далее смотрим. Здесь ничего. Здесь ничего. Здесь ничего. Так, здесь было колечко, да? Еще одна игрушка силиконовая. Такая вот игрушечка. Люблю поиграть тоже. Так как у меня много детей, приходится с ними играть. Я тоже такой игрушками люблю играть до сих пор. Хоть я уже и большой. Так, что здесь нифига, да, в этой подкладке? Давайте тут скроем. Сумка хорошая, даже жалко резать было, но я ее разрезал. Так, эти гремят, да? Так вот, еще подкладку вот эту скрыть, если. Не. Так, все, ребят, сниму вот эти карабинчики только сейчас так. Больше ничего. Может, магнитик такой потрепанный, не буду брать, фиг с ним. Все, ребят, это досмотрели. Бам! Свежевыжатая сумка только что из-под снега, как мы можем видеть. Так, смотрите. Только что вот прям нашел. Решил сразу сюда ее. Так, электромашинка брать не буду. В снегу вся. Просто показываю, что в сумках можно найти. Вот прям сразу только нашел. Памперсы были. Упаковка. Так, что здесь? Больше ничего. Хламу будь здоров в этой сумке, ребята. Из-под снега только что. Так, сейчас я вытряхну мусор здесь. Уж больно тут все противное какое-то. Среди этого изобилия вот есть у нас рублики. Мелочевка. Так, бумаги какие-то. Так, что-то там... Смотрите, слышите? Что-то в сумке болтается там внутри. Именно под подкладкой, по-моему. Смотрите, вскрываем. Да, но это вот такая херня. Вот. Это прямо из-под сумки. Так, вот здесь что-то, ребят, смотрите. А что это за карман? А, боковой карман. Ёлки-палки, ребят, смотрите. Мобила. Прям как новенькая. Смотрите. Раскладушка, алкотелька. Смотри. Офигеть. Офигеть просто. Так, забираем. Мелочи сколько еще. Так, блин. Сумка надежд не подавала, конечно. Я ее даже так уж говорю. Фу, блин. Вонючая еще какая-то. Все, ребят. Так, тихо. Ага, там. Все. Так, небольшую уборку тут наведем и продолжим. Продолжаем, ребята. Наш чудо-вечер. Мощные прикольные карабины на сумке, смотри. Ремень даже хорош, в принципе. Смотри, как. Фига как сделано, смотри. Смотри, как сделано. Вот его показываю, опять же даю на вооружение сумочникам, что можно делать. Как можно крепить ремни. Смотри. Отворачиваем. Вот так вот. Ремень, конечно, под замену. Может покруче ремень-то сделать даже какой-то. А вот фурнитурка, смотрите, какая прикольная, да?
Я уже подсел на фурнитуру теперь. Теперь я главный фурнитурщик. Смотрите. Раз. Все целенько я снимаю, аккуратненько. Кому надо, забирайте. Не надо, пусть валяется. Я думаю, должны забрать, в принципе. Распишите комментарии по этому делу. Все на место крепим. Срезаем вот это дело. Вот это дело срезаем. И все, как говорится. Готово. Это на боковую крепится. Так, это простой карабинчик. Это обломанный, ребята. Хрен с ним тогда. Этот в минус. Вот этот только можно забрать. Это, видим, карабин обломанный. Вот, наверное, сумку и выкинули. Сломился карабин. Салумин, кстати. Итак, ребят, фурнитура, это, конечно, хорошо. А вот находки, это еще лучше. Я уж с этой фурнитурой забыл про находки даже. О, ребята, смотри какая. Моделька машин, металл причем. Вэлли. Прикольная. Прикольный фломик такой, смотри. Ручка. Рубль. Богатая сегодня, ребят, серия. Ждет вас лайкосиков, поддержки, комментариев. Заказывайте, что надо, пишите. Может, что-то я тут забываю делать еще. Потому что я делаю для себя, ну, как бы снимаем все равно как бы на публику, да. В чем интересно видеть-то? Вот начал фурнитуру снимать еще. А что еще можно сделать-то? Деньги накапливать, да? В принципе, я накапливаю. Могу показать, сколько накопилось. Правда, там не 100%. Бывает, оттуда что-то уходит. У меня сумка здесь стоит прямо. Ну, не сумка, а баночка такая. Я туда мелочь скидываю. А бывают мужики там на сигаретки, да, и там мелочь всякую добавить. И бывает, все равно уходит. Не 100% там. Мелочь кидаю просто в общий, в общак, так скажем. Кому надо, там что не хватает на что-то, пожалуйста, берите. Так, все, ребят, здесь что, ничего не было. А только такая вот фигня всякая. Бум! Бум-бум-бум. Сумка очередная. Я все, что нахожу, все показываю сумки сразу. Думал, мелочь. Потому что даже в таких вот фаршмачных сумках можно что-то найти. Даже вроде бы казалось самая фаршмачная сумка. Найти можно все равно. Особенно под подкладочкой. Так, берем ножичек и вскрываем. Вот, пожалуйста, видишь. Рублик, ну, нашел. Именно под подкладкой. А могло бы быть, что и получше. Если бы я был более бы везучий сегодня. Сегодня здесь больше ничего. И фурнитуры здесь никакой нет. Далее. Далее вот такая богатая сумка из кожи. Мы ее смотрели сегодня. Фурнитуры тоже здесь так таковой нет. Только магниты. Планшет. Дигма. Ну, я не знаю, ребят, что по этому поводу сказать. Как он тут оказался, вообще не знаю. Первый раз его вижу. Потому что я сумку нашел, я даже это закинул и все. Я даже вот реально не смотрел, честно скажу. Некоторые сумочки я что-то бывает вижу все равно одним глазком. Я так и говорю, что я видел что-то. А тут я вот реально не видел, ничего сказать не могу. Сумка прикольная сама по себе, моделька. Моделька мне нравится. Удобная. Вот, а так все, кто-то, короче, закинул сюда планшетник свой старый, либо сломанный, и выкинул вместе со своей любимой сумкой. Все, ничего здесь нету. Подавала надежду побольше она, конечно. Электроника. И заключительная сумка, не менее топовая. Вот такая вот.
Здесь я даже не знаю, что вам сказать. По этой сумке надо ее досматривать капитально. Так, что здесь? Бумажки с детскими рисунками видим. Значит, играл ребеночек просто этой сумкой. Мамочка отдала своему ребеночку замечательному. Он просто играл. А потом просто выкинули ее. Здесь мы вряд ли еще найдем ценного прямо. Только вот такие вот блокнотики всякие. Кстати, блокнот советский, что ли, какой-то? Не, или нет? 1С17. Какой рисуночек. Детская, видим, да, блокноты, рисунки. Все. Фурнитуру берем, не берем. Если ее реально взять. Реально так-то, да, вон. Отвернуть болтик можно вот здесь. Вот здесь болтик отвернуть. Вот эти вот как минимум можно разжать. Забрать, как запоры такие. Саму вот эту окладку не надо, если только в чермет. Только вот эти сами запорчики. Вот эти можно снять. Опять же, не для себя, а для вас собираю, стараюсь, ребята. Для рукодельниц, своих подписчиц замечательных. Самых лучших. Так, давайте мы ее... Блин, сумка хорошая, кстати, была, я ее уже испортил. Так, давайте подводить итоги. Короче, сумку вот эту я сейчас оторвал здесь. Вот этот шильдик. Посмотрел, написано Дольче Габбана. Охренеть, ребята. Не знаю, куда я делал этот шильдик. Где-то здесь тоже. Сейчас найдем. Не знаю, натуральный, не натуральный была, но уже поздняк. Короче, запортачил я сумку Дольче Габбана. Ну, как минимум, она все равно хорошая была. Она даже, ну, блин, там были детские игрушки, как будто ребенок играл. Фиг знает, натуральные, не натуральные. Надо будет повнимательнее. Нет, сумку, конечно, можно было оставить на барахолку. Что-то я поспешил, я когда ножик воткнул сюда, ну, уже поздно. Можете меня ругать и проклинать в комментариях. Ничего не поделаешь. Так, ну что, подводим итоги нашего хабара сегодняшнего. Так, игрушки, вон, планшетник, да, тут все видно. Сейчас я расставлю по-быстрому. Вот эти игрушечки. Игрушечки. Всякие разные. Моделька машины. Телефончик раскладушка. Телефон Nokia ретро хороший. Вот такие вот телефоны. Ну, это все в одной сумке буквально найдено было. Фотоаппараты. Радио прикольный. Ретро-радио такое. Из 2000-х. Фотик. Еще один фотик. Так. Золото, бриллианты. Сейчас посмотрим. Драгоценность. Ну так, в целом цену находишь. Прикольно было пошишить, да? Так, это какая-то штука попала непонятная. Выкидываем. Фурнитурки нарезал. Так, ножик советский. Тоже. Все в сумках есть, блин. Так, мелочь. Игрушка. Игрушка. Колечки. Колечки вот. Еще, ну, такое, знаешь, вот украшение, так скажем. Вот столько украшений разных. Мелочевки. Что-то еще уронил даже. Так, и бижутерки разные. Колечки сюда. Интересно сегодня, короче. Вот я сегодня более так досконально все это смотрел. Так, вроде все, ничего не забыл я тут. Так, вот, Дольче Габбана, по-моему, нет? Нет, это другой. Тоже шильдик какой-то. Откуда я отрывал. Вот Дольче Габбана был, смотрите. Такой шильдик. Ну, сумку, да, к сожалению, я испортил. Ну, вот фурнитурка разная, ребят. Тут всякие запорчики. Вот эти вот интересные запоры. Вот эти тоже всякие разные. Все, я снял, в принципе, на болтиках. Можете забирать, вот кому надо. Вот сколько всего тут интересного. Все, ребят, вот такой у нас сегодня обзор сумочек. Дальше будет интереснее, надеюсь. Буду, вот видишь, теперь я вот такие вот прикольные вещи снимаю тоже. Самые-самые такие вот именно, ну, как бы не в чермет сдавать даже, а в дело пускать, если вдруг кому надо. Надеюсь, кому-то это нужно будет. То будет хорошо. Как бы вам и мне хорошо. И вещам хорошо вторую жизнь давать. Все, ребят, подписывайтесь, смотрите описание видео, заходите в телегу, там на все каналы подписывайтесь. YouTube, Дзен, Рутуб, ВК видео и так далее. Там тоже, там уже бывает нет-нет, да какие-то эксклюзивчики, новости, анонсы. Ну и до связи. Ждем новых находочек, ребята. Всем спасибо за внимание и пока.